Всем привет, дорогие друзья! На протяжении многих лет часто слышится мнение о высочайшем качестве обслуживания в корейской версии Lineage 2. О том, что у них там вообще нет никаких проблем, и если бы игру локализовывали сами NCSoft, то они-то уж точно сделали бы все как нужно. Сегодня мы посмотрим, так ли это на самом деле. Для этого я собрал рейтинг топ-10 скандалов, дюпов и скамов на корейских серверах Lineage 2. На 10 место рейтинга я поставил скандал, из-за которого был прокинут первый вар в истории игры. Связан он с провокацией одного из представителей NCSoft, который отвечал за размещение новостей на официальном форуме. Закрытое бета-тестирование Lineage 2 сопровождалось глобальным противостоянием двух сильнейших корейских кланов, которые старались увековечить свои достижения, сделав что-либо первыми в истории игры. И вот 12 марта 2003 года на главной странице официального форума L2 появляется новость о первом в истории успешном фарме Ant Queen, поверженной кланом Лок, о преимуществах которого и писалось в новости. И казалось бы, остается только поздравить победителей, но только вот Ant Queen на самом деле была зафармлена не кланом Лок, а кланом ДК. Новость вызвала огромный резонанс в игровом сообществе. Вскоре она была убрана с главной страницы сайта, но скандал наоборот только разрастался, поскольку стало известно, что автор новости оказался членом клана Лок. После этого клан ДК объявил войну клану Лок, тем самым начав первый клан-вар в истории Lineage 2. Представляю, что было бы на любом из русских серверов, если бы после первого фарма какого-нибудь эпика игроки этого клана увидели бы на главной странице сайта интервью Алиута с вражеским КЛом, рассказывающим о достижении, на самом деле принадлежавшем сопернику. Особенно если бы потом выяснилось, что Алиут на самом деле играет в этом клане. 9 место. В Lineage 2. В январе 2003 года Lineage 2, в которой проходило закрытое бета-тестирование, была оценена комитетом по рейтингам как игра для детей 15+. Однако сразу после релиза, когда пользователи уже приобрели подписку, этот же комитет производит переоценку и выставляет возрастной ценз 18+, обязав компанию закрыть доступ игрокам более младшего возраста, к тому же уже оплатившим вход в игру. Одними из причин были спекулятивная экономика, невозможность избежать ПК и дроп при смерти. Интересно, что в Lineage 1 было все то же самое, но она оценивалась как 15+. Но вот видимость трусов под юбкой, кастующих магию женских персонажей, сыграла с L2 злую шутку. При этом забавно, что в вышедших в то же время играх на Xbox трусы можно было смотреть вообще с 12 лет. В мае 2004 года по игре был нанесен еще больший удар. Та же комиссия поставила L2 в один ряд с порнографией и признала вредной для молодежи, обязав при входе в игру требовать паспорт, а рекламу производить только после 22:00. 8 место. Крупнейший скам и выслеживание по IP. В январе 2006 года на корейском сервере Iron произошел инцидент, который запомнился игрокам как самый известный скам в истории игры. Рейд на Антараса, в котором принимало участие более 280 игроков, подходил к концу, и спустя 5 часов фарма под ликование участников дракон был повержен. Однако их восторг закончился очень быстро. Лидер командного канала успел подобрать лишь ожерелье Феникса, пару ашных заточек и 13 бересов. Весь остальной дроп, стоимость которого была впоследствии оценена в примерно $11 000, был собран персонажами с никами Air Rich и Давай жить вместе, которые сразу же скрылись, а предметы выложили на черный рынок. Это было возможно из-за механики рейда, согласно которой дроп мог подобрать абсолютно любой участник, даже не находившийся в командном канале. И пока у всех на экране была кат-сцена, скамеры или скамер, если это были два его окна, покинули группу и просто собрали весь дроп. На форумах поднялась волна негодования, а саппорт был засыпан гневными письмами, на которые NCSoft отвечала, что это был обычный игровой момент.
Игроки организовывали митинги в игре, требовали наказать злоумышленников и пересмотреть механику рейдов. Критика была настолько суровой, что клан-лидер, в котором находились скамеры, принял решение распустить клан. Сосорис, рейд-лидер и организатор того злополучного похода, несмотря на то, что не был виновен в случившемся и не мог это предотвратить, взял ответственность на себя. Он заявил, что уходит из игры и не вернется, пока не поймает скамеров и не приведет их к ответственности. Все свободное время он посвятил поиску преступников. Обратиться в полицию было не так уж сложно, но основной проблемой было то, что юридических прецедентов признания реальной стоимости игровых предметов на тот момент не было, и поэтому даже при поимке законных оснований для привлечения скамеров к ответственности не было. Другой проблемой было то, что никто из юристов не хотел браться за это дело и вообще не понимал природу онлайн-игр. В конце концов, после длительных поисков по всей стране, Сосорис смог за свой счет нанять частного адвоката и спустя год довести дело до суда. Интересно, что наиболее полезным в этом процессе являлось сотрудничество с полицией игрока с ником 100 лет запора, лидера альянса «Люди в белом», которому принадлежал преступник Эр-Рич. Насколько мы смогли перевести, благодаря лидеру Альянса удалось найти контактные данные гражданина Кима, который заявил, что аккаунт он купил, но личности продавца не знает и его контактные данные утеряны. 100 лет запора заподозрил, что эти факты были ложными и потребовал полицию сосредоточиться на проверках IP. В конечном счете гражданин Ким Мо был идентифицирован как хозяин чара Эр-Рич, виновного в скаме дропа Сантараса. Суд за недостаточностью доказательств оправдал Кима по обвинению в хищении, однако признал виновным в распоряжении чужим имуществом и приговорил его к штрафу в 2 миллиона вон. Хищение не было доказано, так как такая возможность была заложена разработчиками. Однако после многочисленных писем NCSoft все-таки изменила механику рейдов, разрешив подбирать дроп только участникам командного канала. 7 место. NCSoft подсмотрели идею у фришардов. L2 всегда славилась множеством игровых ошибок и дыр в клиентской и серверных частях, благодаря чему и были сворованы первые PTS-сервера, по подобию которых быстро были созданы Java-сборки. Однако мало кто знает, что однажды NCSoft сами позаимствовали одну идею у пиратов. Наиболее раннее упоминание в СМИ о появлении приватных серверов относится к июню 2004 года. Причем в них говорится, что NCSoft отрицает наличие таких серверов, однако по слухам сама покупает подобные сборки, чтобы разобраться в инциденте. Владельцы фришардов пытались переманить к себе клиентов не только более дешевым или даже бесплатным доступом в игру, но и своими уникальными нововведениями, которые, несмотря на защиту, иногда даже работали на официальном клиенте. Так вот, интересным фактом является то, что свечение оружия при его зачаровании изначально было таким же кастомом пиратских сборок, как и крылья, однако ввиду его огромной популярности NCSoft перенимает это нововведение с фришек и добавляет уже на официальные сервера, чем вызывает ухмылки пиратов. 6 место. Лаги, изменившие игру. Начиная с самого анонса, одной из основных фишек Lineage 2 разработчики называли осады с участием большого числа игроков. Причем в бою, ко всему прочему, по аналогии с кавалерией, могли применяться погонщики на страйдерах, которые, кстати, должны были стать основным средством передвижения на дальние расстояния. К тому же, бьющихся на земле их соратники могли поддерживать с воздуха, летая на вивернах, которые также часто мелькали в рекламных роликах. Однако реальность внесла свои коррективы. После первых же массовых тестов стало понятно, что массовое скопление людей вызывает просто нереальные лаги, делая осады совсем неиграбельными. В итоге разработчикам пришлось отказаться от основной рекламной фишки своей игры, отложив их до введения обновления C1, когда число полигонов в моделях персонажей было уменьшено в 10 раз ради лучшего быстродействия. Со страйдерами все тоже было не совсем гладко, так как их высокая скорость создавала слишком высокую нагрузку на сервер, не говоря уже о полетах виверн, в результате чего от их массового использования отказались.
Однако лаги полностью победить не удалось. Игроки писали массовые петиции и даже подавали на разработчиков в суд, о чем мы еще поговорим чуть позже. Тем не менее, лаги наряду с осадами стали одной из характерных черт Lineage 2. Пятое место. Ошибка игровых макросов. 11 августа 2004 года на корейские сервера было установлено обновление C2, которое привнесло в игру систему макросов, которая была призвана упростить некоторые рутинные действия, такие как, например, крики одинаковых сообщений в чат. Однако разработчики не учли тот факт, что разработанная ими система позволяла одним макросам запускать другой. Игроки быстро смекнули, что таким способом можно циклить макросы в макросе до бесконечности, тем самым полностью автоматизировав охоту. Вместе с только введенной системой Манора, возможность легального круглосуточного фарма обрушила и без того несбалансированную экономику. Игра превратилась в одну сплошную бота-ферму. Вскоре разработчики все-таки заметили проблему и убрали возможность зацикливать макросы в макросах, однако легальное ботоводство уже обеспечило сервер немалым количеством ресурсов и адены. Четвертое место. Масштабные баны без доказательств. Корейские игроки с самого старта Lineage 2 часто критиковали NCSoft за высокомерное отношение к своим клиентам. Однако наибольшее недовольство вызвали массовые аресты якобы взломанных аккаунтов и баны за использование любых игровых ошибок. Проблема заключалась в том, что при неверном введении пароля игроки не получали никаких предварительных уведомлений, а их аккаунты автоматически отправлялись в бан. И даже если вы ввели неверный пароль по ошибке, для восстановления доступа к аккаунту требовалось около недели. Не меньшее недовольство вызвали баны за использование игровых ошибок. При этом NCSoft не пыталась разобраться, происходило это преднамеренно или нет, и также банила аккаунты без уведомлений, просто на всякий случай. Все это вызвало большое недовольство и обвинение в высокомерном отношении к клиентам. Третье место. Судебные разбирательства игроков с NCSoft. Проблемы с падением серверов даже сейчас являются нередким явлением в Lineage 2. Однако в 2003-2004 годах эта проблема, очевидно, имела гораздо большие масштабы. Вместе с недовольством игроков лагами и массовыми банами, частые падения серверов вызвали такую волну негодования, что более 1000 человек объединились и подали в суд коллективный иск против NCSoft с целью возмещения экономического и морального ущерба, связанного с потерей персонажей и ценных предметов. В своем заявлении игроки потребовали NCSoft раскрыть статистику сбоев своих серверов, а также разъяснить, почему пользователи в Корее должны платить за подписку в 2 раза больше, чем пользователи в Японии и Тайване. Это был первый случай, когда пользователи онлайн-игр подали коллективный иск против игровой компании. Второе место. Худший инцидент в истории безопасности. 11 мая 2005 года на корейские сервера был установлен очередной патч, вошедший в историю игры как худший инцидент в истории безопасности. По какой-то причине некоторые файлы клиента не были зашифрованы, и простая проверка файла привела к беспрецедентной ситуации, когда произошла утечка информации из аккаунтов десятков тысяч игроков. Конечно, пользователей, играющих со своего личного компьютера, данная проблема не коснулась, зато все те, кто играли из компьютерных клубов, которые, как известно, в Корее имеют огромную популярность, разом раскрыли все свои логины и пароли. После этого последовала такая же беспрецедентная волна взломов. NCSoft заявила жертвам, что, к сожалению, ничего не может поделать, однако игроки подали на компанию иск, и NCSoft обязалась выплатить им компенсацию, равную 3,5 месячным подпискам. Первое место. Крупнейший баг в истории Lineage 2. 24 сентября 2003 года на корейские сервера ОБТ было установлено обновление Prelude. Как оказалось, оно содержало несколько дефектов, которые вошли в историю игры как самые значимые баги, и даже оказали краткосрочное влияние на акции компании. Вот как эту ситуацию описывал корейский игрок. Недавно я попросил у друга на время его Тарбар,
но поскольку у меня не было адена на его покупку, мне пришлось вернуть его. Я, как и обычно, кинул трейд и после его завершения с удивлением обнаружил, что Тарбар все еще лежит у меня, но и у друга тоже оказался точно такой же Тарбар. Мне стало любопытно, как же это произошло, и таким же способом я сделал еще 56 Тарбаров, 54 Меча Революции и 38 дак. Вы видели продаваемые вчера в Глудио Тарбары по 1,4 миллиона аден? Все они были сделаны копированием. Таким образом, многие игроки за один день увеличили свое богатство в несколько сотен раз, а на серверах разом появились астрономические суммы адена. Но на этом везение бага-юзеров и беды компании не закончились. В обновлении Прелюд в Люксоре начались продажи предметов ранга С, для покупки которых требовались очень дорогостоящие С-грейд кристаллы, получить которые можно было только кристаллизовав предметы ранга С. Стоимость С-кристаллов была огромной, но зато тех гномов, у кого они были, ждало просто сказочное обогащение. Как оказалось, купив за кристаллы в Люксоре композитный доспех и затем разбив его на кристаллы, кристаллов получалось в 2 раза больше, чем их было потрачено на покупку. Так, повторяя покупку и продажу, за несколько часов можно было получить просто астрономические суммы адены. Самые упорные смогли заработать около 400 миллионов адены, при том, что стоимость 1 миллиона на черном рынке составляла около $100. К счастью для разработчиков, гномов-крафтеров со второй профессии было очень мало, поскольку сами квесты на профессии также были введены в этом же обновлении. В саппорт NCSoft поступали гневные письма, в которых игроки требовали срочно конфисковать все незаконно полученные предметы или провести полный вайп. В то время как NCSoft бездействовала, скопированные предметы и размноженные кристаллы расходились по рынку, превращаясь в сотни транзакций между игроками, тем самым делая невозможным их откатить. Через 2 дня, 26 сентября, NCSoft выпустила экстренный патч, в котором временно убрала из Люксора неверно оцененные предметы, а также возможность торговли между игроками. В официальном заявлении говорилось, что поскольку крафтеров, способных кристаллизовать предметы ранга С, было 3-4 на каждом из серверов, специалистам удалось провести тщательное расследование в кратчайшие сроки, и все, кто участвовал в многочисленной кристаллизации, были забанены. Что касается копирования предметов, то подобных случаев было выявлено немного, и они мало повлияли на экономику, поскольку инфляция наблюдалась лишь 24 сентября, а 25 цены вернулись к предыдущим значениям. Всего NCSoft забанила аккаунты 12 пользователей, заявив, что никакого массового использования игровых ошибок не было. Очевидно, это было связано с тем, что на следующей неделе игра должна была выйти в релиз, но пользователи теперь не решались покупать подписку, и компании нужно было во что бы то ни стало убедить общественность в том, что никаких проблем на самом деле нет. Несмотря на большой резонанс и сомнения игроков, в первые же дни после выхода было куплено 130 тысяч платных подписок, что было ошеломительным успехом. Однако недоверие игроков с тех пор только росло. Целью этого видео не является дискредитация разработчиков, которые сделали действительно великолепную игру. Однако надеюсь, что мифы о непогрешимости NCSoft и идеальных корейских серверах были развеяны. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете помочь каналу через Donation Alert, спонсорство на YouTube и Boosty. Или скачав Lineage 2 по ссылке в закрепленном комментарии. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике.